Научное сообщество чаще всего отвергает идею существования большого обезьяноподобного существа, которое бродит по лесам. На текущий момент весомые, необоримые доказательства не представлены. Тем не менее, за полвека в США и Канаде зарегистрированы тысячи свидетельств очевидцев, фотографий и видеоматериалов, которые держат тему живой в культуре и науке. В этом материале мы собрали наиболее известные наблюдения снежного человека и попробуем разобраться, что именно они говорят и чем обуславливается интерес к легендарному существу, известному в народе как «снежный человек» или «Бигфут». Внимание читателю! Ниже приведенные истории – это не официальная хроника открытий, а выборка самых известных сообщений свидетелей и материалов, которые получили широкую огласку в общественном поле. Каждое свидетельство имеет свои слабые места – человеческий фактор памяти, ошибки идентификации, влияние культурного контекста, возможности подлогов и даже профессиональная заинтересованность сторон. Именно поэтому обзор стремится не к единственно верной трактовке, а к анализу того, как возникают и распространяются рассказы о загадочном существе и какие аргументы выстраиваются вокруг них в научной среде. Показания Уильяма Роу, 1955 год. Одна из самых известных страниц в хронике «Снежного человека» связана с походом по горе Мика в Британской Колумбии. В 1955 году местный егерь Уильям Роу сообщил, что стал свидетелем наполовину человека, наполовину животного на тропе. Спустя 2 года, в 1957, он дал показания под присягой. Существо якобы достигало около 1,8 метра в росте, имело каштановую шерсть с серебристыми кончиками и массивную мускулатуру. Роу подробно описал длинные тяжелые руки, широкие ступни и крепкую грудь. История обросла слухами и легендами, и для некоторых она стала поворотной точкой, после которой разговоры о Бигфуте вышли за рамки местной легенды и стали национальным разговором. Перед самим свидетельством Роу существование снежного человека в форме коренного гиганта часто упоминалось в популярной культуре как часть устоявшихся мифов коренного населения Северной Америки. Однако современные исследователи предупреждают, свидетельства очевидцев редко служат прочной доказательной базой и часто требуют дополнительной проверки. Так или иначе, 1955 стали своеобразным моментом старта для современного разговора о снежном человеке в научной и полупрофессиональной среде. Похищение Альберта Остмана, 1924 год. Еще один знаменитый эпизод – рассказ старателя Альберта Остмана о встрече с семьей снежного человека возле залива Тоба в Британской Колумбии. По его версии, он провел в относительной близости с существами около недели, после чего был отпущен или избранно отпущен, когда отец существа якобы съел жевательный табак Остмана и заболел. Описания похитителей по тону напоминают предшествующие рассказы Роу. Они схожи по образному языку, по ритуальным деталям и по впечатлениям отсутствия опасности для Остмана в момент контакта. Однако Остман стал свидетелем не в момент событий, а позднее. Он выразил свое воспоминание не сразу, а после того, как услышал историю Роу. Это часто приводит к вопросам о влиянии соседних рассказов и коллективного сознания на воспоминания свидетелей. Тем не менее, история Остмана остается одним из самых ярких примеров похищения в хронике Бигфута и подчеркивает, как рассказ может перерасти в легенду и впоследствии оказать влияние на последующие публикации и версии событий.
Видео Паттерсона-Гимлина, 1967 год кульминацией широкой общественной дискуссии стал знаменитый видеоматериал Паттерсона и Гимлина, снятый в 1967 году на северо-калифорнийском участке реки Форт Блейк, северо Фримонт. Часто упоминается как район Брейд-Лейк или поблизости к местам съемки в районе Брейд-Крик. Минутные кадры Паттерсона-Гимлина показало существо женского пола, идя по поляне и двигаясь в темпе, близком к двуногому шагу. Впоследствии это видео стало символом для сторонников существования снежного человека, а также источником ожесточенных споров в научной среде. Научное сообщество, однако, в большинстве своем склонно считать кадры художественной постановкой или плохо скрытым обманом. Множество экспертов указывает на возможность костюма, на неисповедимые движения и на отсутствие надежной механической подоплеки, объясняющей столь устойчивый образ. В то же время ученые, включая некоторых профессоров и антропологов, отмечают, что на пленке можно увидеть детали, не лишенные правдоподобности, потенциально близкую к живому существу мимическую мимику лица и прочие признаки, которые вызывают интерес. В рамках данного обзора особенно важно отметить вклад отдельных ученых, пытавшихся сбалансировать скепсис и открытость к новым данным. Одним из таких ученых стал Джеффри Мелдрам, профессор анатомии и антропологии Университета штата Айдахо. В интервью Life Science он признал, что не может определить подлинность самого фильма однозначно, но счел многие детали движения правдоподобными и согласными с тем, что подобные формы передвигаются по-разному у разных приматоподобных видов. Мелдрам также сделал параллель с открытием Люси, Австралопитек афаренсис, и отметил, что анатомические черты, зафиксированные на кадрах, напоминают пропорции древних гоминидов, что подчеркивает сложность реконструкции движений приматов прошлых эпох. При этом он не заявлял категорично о существовании снежного человека, а скорее поднимал вопрос о возможности существования подобных существ в природе и необходимости дальнейших исследований. Каньон Прово, 2012 год. В 2012 году мир снова увидел одно из самых обсуждаемых онлайн-клипов – видео из каньона Прово, штат Юта. На кадрах запечатлено крупной, темной фигуры существо, сидящее на ветвях или кормящееся в лесной зоне, которое после приближения камеры встает на две ноги и начинает движение по-человечески уверенно. Видеозапись была опубликована в интернете 30 октября 2012 года и набрала миллионы просмотров, став одним из самых вирусных материалов последних лет. Подписи к видео рассказывают о походе пары в поисках диких животных, но столкновение с неизвестным существом стало их самой яркой, но и самой спорной находкой. Эксперты местного музея и научных учреждений в Юте заявили, что данное видео не поддерживает идею существования Бигфута. По их словам, крупные звери, которые могли бы объяснить подобное поведение, должны были быть выявлены и идентифицированы на более ранних этапах научного наблюдения, если они действительно обитают в этом регионе. Тем не менее, эпизод подчеркнул важность роли визуальных материалов в современной охоте за неопознанными явлениями и неустранимом противоречии между зрительным подтверждением и строгими научными критериями. Поддельные тела и манипуляции, 2008 и 2012 годы. Среди развертывающихся историй встречаются и случаи подделок. В 2008 году Рик Дайер и Мэтью Уитон заявили, что нашли замороженное тело снежного человека на северной территории США, история которая мгновенно попала в новости. Однако последующий разбор показал, что тело представляло собой резиновый костюм гориллы.
Это пример того, как легко сенсационность может обмануть внимание публики и как важно критически относиться к материалам, которые приходят в СМИ. Спор снова вспыхнул в 2012 году, когда Дайер снова заявил о еще одном снежном человеке, которого он якобы застрелил в Сан-Антонио, Техас. Эти эпизоды подчеркивают опасность путаницы между реальностью и постановкой, между искренним восприятием и намеренным введением в заблуждение. Не все свидетельства связаны с глазами свидетелей или видеоматериалами. Следы, как и в случае историй о Роу и Остмане, часто служат дополнительной подтверждающей частью нарратива. Так, легенда о гигантских следах в Северной Калифорнии 1958 года – история Рэя Уоллеса, по которой позже его родственники утверждали, что отпечатки были придуманы отцом в шутку. Но некоторые исследователи до сих пор аккуратно настаивают на том, что существует заметное число следов по всему региону, и что часть из них может быть результатом реального существования большего приматоподобного организма. В любом случае, толкование следов требует осторожности. Следы могут быть созданы людьми, животными, стихийными условиями или просто восприниматься людьми через призму ожиданий. В целом, следы – это наиболее спорная часть доказательной базы Бигфута. Их простая фиксация никак не объясняет биологическую сущность существа, продолжительность существования в конкретной экосистеме или возможность существования в широкой географической области. В научном контексте необходимы не только рассказы, но и анализ ДНК, объективная физическая документация и независимая верификация материалов. Пока таких системных данных нет в достаточном объеме, любые выводы остаются спекулятивными. На данный момент подавляющее большинство ученых придерживаются позиции скепсиса. Нет общепринятого набора биологических и антропологических характеристик, который позволил бы однозначно подтвердить существование крупного приматоподобного существа в североамериканских лесах. Многое зависит от качества свидетельств, методики фиксации данных и повторяемости наблюдений. Часто встречающиеся аргументы против – чрезвычайная редукционистская опасность. 1-2 случайных эпизода не образуют доказательств существования, тем более при наличии многочисленных подделок и возможностей ошибочной идентификации. С другой стороны, в научной среде встречаются единичные голоса, которые считают, что не все данные можно сразу отвергнуть. Некоторые исследователи, в частности из области антропологии и приматологии, подмечали, что человеческое зрение и восприятие могут подводить, особенно в условиях дикой природы и ограниченных условий съемки. Появлялись и попытки более тщательно анализировать кадры из Паттерсона-Гимлина, а также рассуждать о сравнительных анатомических особенностях движений приматов прошлого, что, однако, не конвергирует в прямое доказательство существования современной популяции Бигфута. Не менее важна роль СМИ и массового контекста. Рассказы, бейлоги и видеоролики создают мощный культурный фон, который подпитывает интерес к теме, порой превращая визуальный образ в культурный символ. В этом смысле снежный человек становится не просто биологическим вопросом, а культурной идеей, вокруг которой формируются мифы, легенды и даже туристические маршруты. История наблюдения о снежном человеке напоминает нам, как крайне привлекательной может быть загадка природы. Даже несмотря на скепсис науки, обществу остается важным помнить о границе между доверием к свидетельству и необходимостью подтверждения. Некоторые эпизоды становятся символами местной идентичности, мотивируют людей изучать наследие лесов и горных систем,
а другие напоминают о том, что наше понимание биологии еще не охватывает всей природы таким образом, которым мы надеемся. В перспективе исследователи продолжают обсуждать необходимость целостного подхода к данной теме, повторяемость наблюдений, независимая проверка материалов, поиск новых источников доказательств, включая потенциально сохраняющиеся в экосистемах образцы ДНК и геоморфологические данные. Возможно, в будущие десятилетия мы сможем ответить на вопросы, которые остаются без удовлетворительного разрешения сегодня. Существует ли в Северной Америке крупное обезьяноподобное образование, и если да, в каких географических, экологических и поведенческих рамках оно существует? История снежного человека – это история ожидания и проверки, порой парадокса между желаемым ответом и реальной сложностью природы. Обозреватель не может дать окончательный ответ на вопрос о существовании Бигфута. И, как показывает практика наблюдений и разоблачения публикаций, он, возможно, не сможет дать и в ближайшем будущем. Но именно такие истории становятся важной частью научной культуры. Они поднимают вопросы методологии, побуждают к более строгому подходу к проверке свидетельств и расширяют горизонты общественного интереса к зоопсихологии, экологии и биологическому разнообразию. Чтобы не утратить любопытство и критическое мышление, мы должны продолжать спрашивать, какие доказательства мы действительно считаем надежными, какие методики проверки допустимы и каковы границы наших теорий о природе, эволюции и поведении приматов. В этом поиске между мифом и данностью живет динамика науки и человеческой любознательности. И, возможно, однажды знания превзойдут легенду. А пока ничто не мешает нам внимательно изучать новые свидетельства, обсуждать их в открытом научном пространстве и помнить о том, что настоящий метод науки рождается из смелости ставить под сомнение принятые догмы и доверять проверяемым данным, даже если они кажутся невероятными. Примечание. Представленные истории – сборник наиболее известных эпизодов и материалов из публичных источников и опубликованных материалов. Для более глубокого исследования рекомендуем обратиться к архивам полевых наблюдений, публикациям по криптозоологии и обзорам по методологии оценки свидетельств в спорных областях науки.